Добрый день, уважаемые гости моего канала! Сегодня мы с вами будем готовить необычную селедку под шубой в виде тортика. Для нее вам понадобится отварить 2 небольших морковки, 1 сырая луковица, 4 небольших картофелины и 2 средних свеколки отваренных. Где-то 100-150 грамм селедки соленой. Очищаем от косточек и нарезаем кубиками. Для того, чтобы в нашем салате лук имел хрустящую текстуру, но не имел ярко выраженного лукового вкуса и запаха, мы его предварительно немного замаринуем. И у нас лучок получится сладковатый. Итак, мелко нарезанный кубиками лук мы добавляем 2 столовые ложки уксуса, затем 1 чайную ложку сахара и четверть чайной ложки, можно меньше, соли. Все это мы заливаем холодной водой, перемешиваем и отставляем в сторону минут на 15. Тем временем мы подготовим остальные овощи. 4 отварных клубня картофеля мы натираем на крупной терке. 2 средних морковки также натираем на крупной терке. 2 средних свеклы мы натираем тоже на крупной терке. Затем мы эту свеклу разделим на 3 части. 2 из них будут равны, а 1 часть будет чуть-чуть поменьше для декора. 4 сваренных вкрутую яйца мы отделяем отдельно белки и желтки. Белки мы натираем отдельно и желтки тоже натираем отдельно. Пока мы занимались нашими овощами, наш лук промариновался. Удаляем воду и начинаем собирать салатик. На дно формы выкладываем сначала селедку, затем лук. Так как и то, и другое соленое и довольно влажное, мы этот слой не солим и не добавляем майонез. Третьим слоем у нас идет картофель. Картофель мы разделяем на 2 части, разравниваем. Немножко соли, добавляем майонез. Майонеза много не добавляйте, так как есть риск, что ваш салат потечет. Если вы будете по чуть-чуть добавлять майонез, салат не потечет. Разравниваем. Следующим слоем у нас идет свекла. Свеклу, как я уже говорила, делим на 3 части. 2 из них большие, а 1 небольшая для декора самого верхнего слоя. Также разравниваем, немного солим, майонез, разравниваем. И следующим слоем у нас будет морковь. Морковь мы так же, как и остальные слои, разравниваем, присаливаем и добавляем чуть-чуть майонеза. После слоя моркови у нас идет слой картофеля, с которым мы поступаем точно так же. Солим и смазываем небольшим количеством майонеза. После второго слоя картофеля мы кладем наши белки, натертые на мелкой терке. Разравниваем, также присаливаем, немного майонеза. И все это тщательно выравниваем еще раз. Следующим слоем у нас опять свекла, которую мы присаливаем немножко и добавляем майонез. И вот завершающий штрих. Предпоследний слой. Это у нас измельченные на мелкой терке желтки. Мы их высыпаем сверху, разравниваем. Майонезом сверху не заливаем. По желанию можно посолить, но я не солила. Сверху в качестве декора на эти желтки небольшой такой лужайкой выкладываем небольшую такую полянку из укропа. И по периметру этой полянки из укропа мы выкладываем нашу свеколку, которую мы предварительно оставили. Вам понадобится буквально 2-3 столовые ложки
измельченной свеклы, которую мы выкладываем по кругу. Затем мы снимаем нашу форму, вот так немного проворачиваем. Видите, прекрасно она у меня снимается. В качестве декора вы можете добавить несколько капелек майонеза, но можете оставить и так. Я добавила майонез. Получилось, как будто мой тортик украшен взбитыми сливками. Приятного аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.